Года 2 назад ко мне попался ролик. Назывался он очень небанально «ГАЗ-21 не Волга, Иван Зинкевич». Я посмотрел этот ролик, посмотрел на этот автомобиль, который там тестировал Иван Зинкевич. Но, к сожалению, я там не увидел просто вообще ничего. Просто внешний вид. Любой агрегат там бы закрывался вот таким вот стикером. Топ-секрет! Поэтому мне пришлось сделать автомобиль такой же точно, где любой агрегат видно. Там нет никаких топов, секретов, ничего. Вы все можете увидеть сами. ГАЗ-21, не Волга, 37-го года, не Иван Зинкевич. Наша реставрация. Все агрегаты работают абсолютно. Задние мосты, они оба ведущие. Это видно хорошо на видео, там нет никакой бутафории. Передний мост ГАЗ-21, рессоры в железных чехлах. Это тоже видно. Механические тормоза, кардан. Все работает. Работает и при вывешенных мостах, и когда торсионы изгибаются, и в глубоком сугробе. Все работает, вы видели сами. Никаких топов, никаких секретов. Снова на уникальном автомобиле ГАЗ-21. Но это ГАЗ-21 совсем не Волга. Это ГАЗ-21 37-го года. Почему он называется так же, как Волга, я ответить на этот вопрос не смогу. Но факт остается фактом. Это ГАЗ-21. В кабине тесно. Сзади 2 ведущих оси. И мы едем уже 4-й километр на этом автомобиле. Он абсолютно новый. Мы его воссоздали как птицу Феникс из пепла. Просто по картинкам. От нее была часть рамы и двигатель. И вот мы, оцифровав фотографии старинные, сделали чертежи снаружи вовнутрь, используя стандартные детали газовских машин. Мы на основании их сделали чертежи. Соответственно, все получилось, машина едет, и здесь никаких топ-секретов нету. То есть здесь все как тогда, в 37-м. Когда их было выпущено буквально около 5 машин для того, чтобы отработать новую технологию, которая была принята в производство, но тем не менее через год от нее отказались, потому что появились более перспективные разработки. Машин полностью полноприводных, они с 2 осями задний привод. Мы разработали так же, как в 37-м, вот эту эвольвентную передачу, за счет чего работает задний мост. То есть у нас оба задних моста, они имеют привод.
И здесь никаких топ-секретов нет. Они реально машина реально полноприводная. Я могу это все показать. Совершенно уникальные задние мосты. Они оба ведущие. И в них находится вот эта вот эвольвентная передача с модулем 6. Вот. В каждом мосту. И это все работает. Каждый мост, он имеет свой привод. Ну, в смысле, приводов от двигателя. Везде механические тормоза, так же, как в 1937 году. За счет вот этих рычажков происходит торможение. Качающаяся подвеска. Очень интересные рессоры. Просто уникальные. Ни на одной машине в мире вы такие рессоры не увидите, у которых выштамповка. Считалось, что так они будут более мягкие. Но на самом деле получилось так, что они ломались. Но это вот уникальные совершенно рессоры. Их больше ни на одной машине в мире вы не увидите. Очень интересная компоновка с двумя осями. Спереди передняя подвеска. ГАЗ М1. Здесь никаких изменений. Изменения только в переднем бампере. Но я думаю, только для того, чтобы эта машина экспериментальная, чтобы ее таскать было удобно. Кабина. До этого места это ГАЗ М1. После этого места это ГАЗ А. И все это вместе соединено. Все линии стремительные, вот они подчеркнуты. Все совпадает. Свое лобовое стекло. Оно не подходит ни от ГАЗ А, ни от ГАЗ М1. Панель ГАЗ М1. Дверь ГАЗ А. Это такой гибрид из двух машин. Легковой и грузовой. Внешне получилось очень прикольно. Она красивая. И она очень необычная. Сейчас такие гелики есть, которые стоят там сумасшедших денег с двумя ведущими осями сзади. Здесь же это выполнили в 1937 году на Горьковском автомобильном заводе. Куча колес, как обычно. 2 спереди, 4 сзади. И опа! Зачем они эти? Да это просто запаски. И вот они таким образом закреплены. На кронштейне от ГАЗ М1 с доработкой с некоторой. Задний борт открывается. Кстати, здесь интересная деталь. Чтобы не летела грязь, здесь просто сделано кусочек кожи. Для чего это? Потому что крюк. И все, и мы можем зайти, пожалуйста. Опа! Это у нас не только задняя дверь, но еще и лесенка для того, чтобы удобно было заходить. 2 крюка, чтобы вытаскивать из трясины. Хоть справа, хоть слева тащи. Бензобак. Ну, не смогли никуда его поместить. Сзади нету места, спереди тоже. Просто положили его. Ну, как положили? Конечно, на ленты. Как без этого? Очень интересная крыша. Это американский материал. Он называется Long Grain. Вот только такой он и должен быть. Никаких там выдумок от других горе-реставраторов, которые говорят, что там можно брезент или что. Нет, вот. С Америки и под ватином, чтобы было тепло. Здесь мы далеко не сможем открыть. Это недоработка. Не наша. Извините. Так, по картинке. Козырек от ГАЗ А, он не совпадает с капотом от ГАЗ М1. Он не может открыться до конца. Но, в принципе, попасть можно. Вот он двигатель, стандартный двигатель ГАЗ М1. Ну или ГАЗ А. Но здесь побольше сил, конечно. Все как положено. Воздушный фильтр, трамблер с крылышками. Привод на дворнике от разряжения в коллекторе. Смотрите, никаких топ-секретов, как у Зинкевича. Здесь все открыто. Мы сделали машину, вот она. Можете проверять любой агрегат, здесь все работает. У нас были кусочки от машины и картинки. Эти картинки мы оцифровали, и зная детали, которые стандартные, на основании них мы сделали чертежи. Очень сложные чертежи
и когда их нету просто. А еще сложнее было потом найти просто, кто это изготовит, как оказалось. То есть простейший вроде в те времена модуль 6, он стал невозможным для изготовления. Я год искал, кто это может изготовить. Этот автомобиль получился не в виде макета, а в виде настоящего автомобиля, который и ездит, и все агрегаты абсолютно в нем работают. Что удивительно, вот этот вот ГАЗ-21 37 года я не нашел аналогов в автомобилестроении. То есть это не сворованная, это действительно уникальная конструкция нашего Горьковского автомобильного завода. И в принципе, почему бы ее не пустить в серию, это непонятно. Стой, ну куда ты опять поехал? Мы же тебя снимаем.